Ренат Сулейманович, я вам буду задавать вопросы. Отвечайте, пожалуйста, полным предложением, чтобы мы понимали контекст вашего ответа, да? Да, конечно. Мотор, да? А, э, я так понимаю, что вы не были лечащим врачом. Насколько правомерно задавать вам вопрос об истории болезни? Это ведь в рамках деонтологии врачебной спрашивается. Настолько, насколько я не могу опубликовать. И не должен. Понятно. Ну, скажем так, насколько необходима была операция на тот момент? Показания были абсолютными, может быть, даже опоздавшими. Потому что подавляющее большинство и консилиума, и врачей, которые вели Бориса Николаевича, сомневались в успехе операции. Поэтому они бы даже, я бы сказал, запоздали на несколько лет. И поэтому возник такой серьезный, это не ажиотаж, а серьезное внимание вокруг этого, которое как-то вот возникло после того, как Борис Николаевич впервые вбросил эту фразу, по-моему, в августе 96-го, что он будет оперироваться и оперироваться в России. Вот тогда все закрутились. Мгм. Насколько сложной была сама по себе эта операция? Я думаю, эта операция высокой сложности, она относится, по крайней мере, в российском здравоохранении к высокотехнологичной медицинской помощи. Она связана с тем, что во время операции вы останавливаете сердце пациента, работает в это время искусственное кровообращение, и вы из его собственных сосудов формируете новые обходные пути для сердечных сосудов, так называемые байпасы. В общем, это слово довольно известно и для техников. Обходное шунтирование по медицинским словам. Они позволяют доставлять кровь к сердцу в обход пораженного сосуда. Сложная, технически сложная, скрупулезная, методичная, требует хорошего стандарта. И у нас было отличие от, пожалуй, подавляющего большинства российских и европейских хирургов. Мы используем уже 35 лет. К тому времени это было 25 лет. Мы используем микроскоп во время операции на коронарных артериях. Это существенно улучшает результат операции и сокращает время основного этапа. Того этапа, когда вы выключили сердце и должны выполнить основную часть. А вот на тот момент, на 96-й год, насколько распространена была эта операция в России? Она была довольно распространена хорошо. Единственное, что, как обычно, скажем, советские врачи всегда имели какие-то ограничения в снабжении, и их было мало сделано, хотя российские врачи и советские врачи были авторами этой операции фактически, выполнившими впервые. Вот Колесов, например, в Ленинграде, тогдашнем, в Санкт-Петербурге сегодняшнем, был автором мамара коронарного шунтирования. И первым исполнителем этих операций еще в 60-х годах в начале. То есть это довольно известная операция, которая, к сожалению, редко выполнялась и не во всех центрах. И к 96-му году, я думаю, количество их было примерно удвоено или утроено по сравнению с советским временем. То есть за границей эта операция была гораздо более распространена? За границей, да, в силу правильного финансирования это было гораздо больше. А решение Ельцина о том, что он будет оперироваться в России, значило, что он шел на какой-то риск? Не думаю. Не думаю. Это никогда невозможно предсказать. У меня в год всегда появляется несколько пациентов, которые пошли на такой же риск в заграничной клинике, будь то Швейцария, или Франция, или Италия, или Израиль, и возвращаются с осложнениями. Поэтому, как ты можешь сказать, а возьмите нашего артиста, который в Лондон поехал в частную клинику, в Кромвель госпиталь, и умер даже до операции, и это тоже бывает. Ну, а в этом конкретном случае, насколько сложной была операция у Бориса Николаевича? Но она считалась довольно сложной, настолько сложной, что стояли
такие вопросы: надо ли применять вспомогательное кровообращение в послеоперационном периоде, то есть подключать дополнительное сердце фактически. А стояли даже вопросы такие: нужно ли делать ему пересадку сердца и легких взамен изношенных. Вставил вопрос: нужен ли донор, нужно ли что-то такое вот в этом ключе подумать. Ну, в общем, мы отказывались от этого, мы считали, что это не нужно. А расскажите, пожалуйста, про вашу первую встречу с Борисом Николаевичем. Первая встреча — консилиум, обычный консилиум, мы его посмотрели, послушали. Это было в ЦКБ. У него и времени-то не было. Быстренько посмотрели, разошлись. Все. И даже забыли об этом, потому что было в начале августа, и вдруг в конце августа он по телевидению выступает и говорит, что он решил оперироваться в связи с плохим состоянием сердечной мышцы и с необходимостью коронарного шунтирования. Он это сказал безошибочно, вы можете это посмотреть в истории, очень интересно. И сказал, что он будет оперироваться в России. Вот тут я познакомился ближе, потому что для меня это было неожиданно. Я сидел дома и пил чай в это время. И вы знали, что вы будете оперировать президента? За сколько вы узнали? По телевизору. По телевизору объявили, что вы будете оперировать? Угу. То есть вы узнали об этом из новостей? Я был удивлен, я узнал это из новостей, и, ну, в общем... А давайте тогда на полшага назад отойдем. Скажите, пожалуйста, полным предложением. Я узнал о решении Ельцина, что он будет оперироваться из новостей. Даже не так. Я скорее узнал, во-первых, о решении Бориса Николаевича оперироваться в России, и, во-вторых, и это была для меня тоже новость, оперироваться в кардиоцентре. В кардиоцентре никто, кроме меня, этих операций не делал. Делали мои ученики, но понятно, что на президента придется мне оперировать. И я об этом узнал из теленовостей. И как вы отреагировали? Очень интересный был эффект такой. Я удивился, что я не был предупрежден, но, в общем, может быть, и не надо было предупреждать. Он же представлял себе, что я в курсе его истории болезни, я знаю, чем он болен. Я не мог понять, почему он выбрал меня и почему он выбрал кардиоцентр, но, может быть, здесь помогла какая-то протекция или рекомендация Виктора Степановича Черномырдина, который к тому времени был уже 10 лет назад оперирован и чувствовал себя вполне хорошо, и занимался и охотой, и спортом, и катался, как вы помните, на квадроциклах, снегоходах. А может быть, ну, не исключено, что и внимательно посмотрели и результаты, кто-то доложил Борису Николаевичу. Сравнительный характер таких операций, где-то кто сделал, сколько сделал, как. Статистика ведется в каждом институте. Так называемый такой, знаете, немой рейтинг учреждений был наверняка проведен. Неизвестный нам, но Борис Николаевич выбрал кардиоцентр. А вы почувствовали, что это какая-то особая ответственность в этот момент? Вы знаете, это чувство вот так не приходит внезапно, как удар. Ты начинаешь думать об этом как-то постепенно и понимать, что теперь тебе надо еще больше сосредоточиться как-то на этом вопросе. Хотя мы каждый день оперировали, мы не останавливались, и каждая дневная работа, она тебе позволяет отвлечься, поэтому, наверное, у нас так же, как и у вас. Когда мы заходим в профессиональное русло свое, мы забываем о том, что у нас за спиной осталось в обычной жизни. И у хирургов то же самое. Когда ты заходишь и делаешь свое дело, ты так иногда время от времени думаешь, ну, наверное, все будет нормально. А вы помните, как начался этот день? Нет, не помню. Помню, что накануне собирались ведущие врачи из консилиума и разговаривали об этом клиническом наблюдении, еще даже без истории болезни, может быть, это было дней за 10-15 до выступления Бориса Николаевича, и почти все высказались
против операции. А мы тогда начали очень интересную тему. Я подумал, что если готовить тяжелого больного, то его можно улучшить. Показатели, целый ряд показателей, в том числе деятельности сердечной мышцы, подготовить его к операции и соперировать на более хорошем фоне, базовом. Я высказал такую идею, но это была только идея. И все. И даже мои сотрудники, которые работали вместе со мной в операционной, высказались против этой операции. А почему? Потому что высок риск. Потому что функция сердца пострадала примерно на 80% от исходной. Как мы говорим, у нас есть такой термин фракция выброса, то есть как сердце выбрасывает кровь в кровоток, и фракция была снижена до 20% вместо 60%. То есть в 3 раза. И это существенная вещь. В такой ситуации обычно решают, что делать с миокардом, который не работает, и как его заменить. То есть вопрос о трансплантации встает. Но есть и другая теоретическая база, и другая теоретическая идея, что этот миокард надо уметь подготовить. Надо использовать все терапевтические средства в короткий период и посмотреть, сокращается он лучше или нет от предпринятых тобой лечебных усилий. И если это так, то значит не надо делать пересадку, потому что пересадка – это еще больший риск для больного. Лучше оставить собственное сердце. А вот эти высказывания против операции из-за высокого риска, имеется в виду именно медицинский риск? Совершенно Или верно. политический в том Высокий медицинский риск. Высоченный медицинский риск. Вы ведь знаете, что, скажем, Дебеки со своей командой подарили нам искусственное сердце на эту операцию. Они также изучали историю болезни. И в СССР, и в России искусственные сердца не производятся до сих пор еще серийно. Так что они нам привезли искусственное сердце. Немецкие коллеги, которые приехали из Ганновера, очень опытные, хорошие хирурги, наши друзья, они были готовы к трансплантации сердца. Они это делают чаще, чем кто-нибудь в Европе. Но, в общем, к счастью, этого не надо было делать. А команда DeBakey подарила вам искусственное сердце, и оно у вас было на тот случай, если что-то пойдет не так? Оно у нас было, но DeBakey приехал со своей командой, которая могла бы это сердце установить профессионально, и мы бы в этом случае уступили им место, но мы были уверены, что оно не понадобится. А как оно выглядит? Как оно выглядит? Это такой кейс небольшой с приводом, с насосом и сам искусственный левый желудочек, который имплантируется в обход собственного сердца, чтобы помогать ему сокращаться. В это время собственное сердце стоит или сокращается вяло, и его лечат как-то. Есть с тех пор уже создана целая теория, что временное подключение искусственного сердца к больному сердцу может вызвать улучшение и выздоровление частичной сердечной мышцы, так что его можно будет отключить и не пересаживать сердце больному. В этом ключе ведутся разработки немецких авторов, клиники DeBakey, которого уже нет с нами. Хорошо, ну вот настал этот день, приехал Борис Николаевич. Вы помните, в каком он был состоянии, в каком он был настроении? Вы имеете в виду день операции? Да. Ну, мы после этого многократно с ним общались и привыкали друг к другу, и делали ему еще какие-то дополнительные исследования. И приходилось с ним бороться, потому что он крутой человек такой, он, как он однажды выразился, данные мне Конституцией права позволяют мне сейчас не заниматься вами, а сделать то, что мне нужно. Вставал и уходил. Это тоже было, но в основном откладывалась операция, потому что мы его готовили. Мы его готовили с августа по ноябрь. А когда настал день этот был условно назначен, скажем, 3 или 4
ноября, и об этом мы приняли решение в начале ноября только. А когда он настал, Борис Николаевич, я приехал к нему в резиденцию, видел его, так сказать, спокойным совершенно, лежащим в кровати. Консилиум собрался в это время, утром было, в 7 утра. Все было нормально. Единственное, я постригся, я люблю короткую стрижку. И он с удивлением на меня посмотрел, говорит, это что это вы? Я говорю, я готовлюсь, Борис Николаевич. Все рассмеялись, к чему я готовлюсь с такой стрижкой. Вот, это единственный смех, но он совершенно спокоен был, без лекарств, без каких-то специальных. Ну, мы делаем вечером успокаивающие какие-то даем лекарства, чтобы утром больной не нервничал. Но он был абсолютно спокоен, приветлив, улыбался. И с этого мы и начали день. В 8 часов уже началась операция. Где-то в половине 11 мы запустили сердце, уже после искусственного кровообращения. В это время приехали наши иностранные коллеги, и мы им показывали в другом зале, в конференц-зале, всю операцию. Прямой репортаж был. Они увидели, что все успешно, все обрадовались. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о ходе операции. Вы знаете, мне кажется, что весь ход операции рассказывать вот для зрителя это как-то неинтересно, но операция была совершенно стандартной. Точно так же, как вы каждый день делаете какое-то свое профессиональное накатанное дело, то же самое было и с операцией. В операционной присутствовал еще, кроме моей команды, был наш директор, академик Чазов, и был начальник тогда медицинского центра управделами, академик Миронов Сергей Павлович. Вот они вдвоем стояли молча в сторонке, наблюдали за этим ходом операции, а мы спокойно разговаривали так коротко, потому что ты ведь не растекаешься мыслью по древу, когда выполняешь уже привычное дело, и каждый знал, что делать. Медсестра знала все этапы операции, поэтому если я протягивал какой-то инструмент, я тут же получал взамен какой-то другой, который мне в эту секунду нужен. Ассистент. Ну, в общем, это механизм такой, который срабатывается годами тяжелой и упорной работы, и все как-то было спокойно. Мы для экспозиции в музее делаем такую инсталляцию. Светодиодная полоса, которая изображает работу сердца. И в какой-то момент эта кардиограмма превращается в прямую линию. Это на самом деле так происходит? Да, этот момент начинается тогда, когда мы уже готовы, мы подключили все трубочки наши к сосудам сердца и готовы остановить его. Спрашивается готовность у команды, готовы ли все к искусственному кровообращению. И начинается искусственное кровообращение. И когда искусственное кровообращение фактически переняло на себя все функции сердца по выбросу, мы накладываем зажим на аорту, это основной сосуд, выходящий из сердца, и охлаждаем сердце. Это останавливаем специальным раствором, который содержит много калия в себе, и потом начинаем тут же работать. Вот это все происходит где-то в самом начале. Дается команда «зажим на аорте», все понимают, отмечают это, и мы начинаем работать. Открываем артерии пораженные, ниже места стеноза или окклюзии. Окклюзия – это закупорка. И пришиваемся сначала вот к этим местам. А потом снимаем зажим. В нашем случае это было достаточно быстро, 50 минут. 6 анастомозов было пришито. Сняли зажим, начали согревать пациента, потому что мы умеренно охлаждаем с 36 до 30 градусов во время искусственного кровообращения, чтобы избежать усиленных каких-то биохимических процессов и повреждения головного мозга. Начали согревать больного и пришили все наши шунты уже к аорте. Вот и все.
То есть сердце больного останавливается, но кровообращение не останавливается. Кровообращение продолжается. То есть мозг всегда питается кровью. Мозг всегда питается кровью, она охлаждена несколько, все процессы притормаживаются. В зависимости от длительности операции в сердечной хирургии применяются остановки до 1,5–2 часов, и тогда, если долгая операция, то и охлаждение большее. А могут быть какие-то побочные эффекты от этого, от охлаждения организма или вообще от операции? Практически нет. Практически нет. Могут быть катастрофы какие-то, скажем, у пациента где-то был стеноз, сужение артерии в другом месте, скажем, почечной артерии или головной артерии какой-то внутри, и может произойти окклюзия. Но для этого его оценивают перед операцией, если у него какие-то поражения. Сегодня существует масса методов такой оценки, что вы себе представляете ясно всю анатомическую картину больного и всю его биохимию. А в этот день был момент с передачей власти премьер-министру Черномырдину. Вы присутствовали в этот момент или нет? Я был свидетелем того, что на утро Борис Николаевич проснулся через несколько часов после операции, там 3–4 часа, но мы еще его повентилировали, потому что он должен окончательно вывести обезболивающие все препараты и снотворные из себя, чтобы быть в хорошем тонусе мышечном и так дальше. И к утру он был совершенно нормален и вполне адекватен. Он попросил, чтобы мы пригласили его начальника охраны. И я слышал такое вот: «Анатолий, давай». Вот это «давай» означало, как я понял, приезд Виктора Степановича через какое-то время, визит его в реанимацию. Они о чем-то переговорили, но никто этого не видел. И что такое чемоданчик, я думаю, никто и не знает. Ну, по крайней мере, Борис Николаевич временно переданную власть, наверное, вернул себе. А у вас была в этот день какая-то особая нервная нагрузка? Но вы все-таки остановили сердце президента. Вы знаете, она была не в этот день, а она была до этого дня, поскольку интересовались многие средства массовой информации. И, в общем, я был окружен таким повышенным вниманием, и это действительно заставляло понервничать. И в раннем послеоперационном периоде это же было, но, к счастью, помощники Бориса Николаевича какое-то время меня охраняли, чтобы я не был, так сказать, вот так вот слишком сильно доступен. Ну и машина была, все можно было бы делать так, спокойно. Ну, в общем, переживания-то были обычные, поскольку мы никогда не оставляем больного после операции, поворачиваясь и уходя домой. Мы должны знать, что с ним будет через 2–3 часа. А из дома, если ты уже дома, ты всегда звонишь и держишь прямой контакт с доктором, дежурным и со всей командой. Поэтому ты всегда знаешь, что в каждый момент происходит. Здесь мы просто не уходили, поскольку ответственность очень высока была, и не уходили из клиники никто. Все, кто были в команде, все остались ночевать в этой клинике. На всякий случай. Но утром все было нормально, и мы через день-два начали снова операцию. А в какой момент можно было определенно сказать, что да, операция удалась? В 11 утра. Тогда, когда сердце запустили, шунты заработали. В 11 утра, я думаю, да. Еще потом 1,5 часа понадобилось, 1,5–2 часа на то, чтобы остановить капиллярное кровотечение, убрать все трубки, там аккуратно посмотреть все. Где-то в час, в два мы закончили. Можно я вас попрошу сформулировать это? На следующий день в 11 утра стало понятно, Не на что... следующий день, а в день операции. в В день 11 операции. утра понятно стало, что все нормально. Простите, я вас сейчас перебивал. Сформулируйте, пожалуйста, полным предложением. Уверенность в том, что все нормально, возникает сразу после того, как вы запустили сердце после операции. Для нас это было 11 утра того же дня. А
А вы считаете, что это было важно для Бориса Николаевича, что операцию делает именно российский хирург? Вот мне трудно разобраться в этом, но думаю, что Борис Николаевич был патриотом России. И в этом плане тоже, наверное. Это полный ответ. Мой Волнение вопрос не будет невозможно сказать. звучать. Сформулируйте, пожалуйста, полным предложением. Для Бориса Николаевича было Вот как, важно. я понял. Я думал, что это будет в виде диалога. Конечно же, ему очень важно было оперироваться в России. Наверное, потому что это руководитель могучей и большой страны, во-первых. Во-вторых, наверняка потому, что он хотел оперироваться у российского хирурга из соображений и этики, и патриотизма, которым он обладал в полной мере. И это было мужественное решение, надо сказать, тоже, потому что обычно многие больные, скажем, с гораздо более меньшими возможностями, чем наш президент, уезжают из России по-прежнему за рубеж оперироваться, не всегда успешно, к сожалению. Ренат Сульманович, а как вы расцениваете восстановление вашего пациента? Как проходил восстановительный период у Бориса Николаевича? Это интересный вопрос. Вы знаете, восстановительный период у Бориса Николаевича вначале прошел, как обычно, как у всех. Учитывая его собственную силу, он ведь очень крепкий был человек и наделен недюжинным здоровьем. Надо сказать, он никогда не курил, у него легочные поля были ясные, прозрачные, и хороший объем был, поскольку он занимался по-настоящему спортом. Я знал, что он играл в волейбол там за институтскую команду и так дальше, и поэтому первый период был совершенно идеален. Он на третий день перебрался в ЦКБ, поскольку все-таки ЦКБ – это больница кремлевской администрации. И он там находился все это время и уже там чуть ли не с 5-6 дня гулял. Были какие-то проблемки, связанные там с тем, что он рано начал активно двигаться, у него разошелся шовчик на ноге, там мы его клипировали, все закрыли. Но так абсолютно идеально к нему приезжала Татьяна, Елена, дочери, и они с ним гуляли. Буквально уже холодно довольно было. Они с ним гуляли в парке. Это я помню хорошо. Вот дальнейшая реабилитация, она, может быть, несколько затянулась, потому что, это характер Бориса Николаевича, потому что, во-первых, он нарушал режим, и где-то через 2 недели после операции, чуть ли не 2 или 3 недели, он пошел в баню попариться. Разгоряченный выскочил из этой бани и перебежал домой по открытому, так что называется, в халате. Мгновенно пневмония. И долгие месяцы потом лечения. Это тяжелое состояние. Я помню тот пессимизм, который в прессе возникал, везде все говорили, что-то такое обсуждали, что вот недееспособный президент. Но ему действительно плохо было. Он действительно болел пневмонией. К счастью, к лету это все разрешилось, и мы летом у него были уже, когда я ему не стал нужным совсем, потому что, хирург будет ходить за пациентом после операции. Обычно полагается его передавать кардиологам для наблюдения. И мы летом были приглашены, как это называется, Волжский утес. Такой есть санаторий, тоже управделами очень хороший. И я видел, как он там играет в теннис. Мы катались на катере по водохранилищу, рассуждали об этой ряске, которая из-за множественных запрут в Волге разрастается со страшной силой, вся вода зеленая от водорослей. И Борис Николаевич высказал такую вещь, что, наверное, надо подумать о том, чтобы открывать чаще, спускать воду в шлюзах, потому что иначе она застаивается. И такая эксплуатация Волги, она, в общем, он как-то рассуждал довольно грамотно, мне показалось. Удалось ли ему это сделать, не знаю, потому что меня не было после этого на Волге.
Но тогда он не вызывал никаких сомнений в плане здоровья и был довольно активен. Я думал, что шлюзы это сейчас будет какая-то аллегория к шунтам. Мгм. Может быть. Скажите, а вы наверняка ведь общались с родственниками Бориса Николаевича в это время. А как они себя вели? Вы знаете, родственники, надо сказать, и Наина Иосифовна, и Татьяна, и Елена, и все, кто были вокруг, они удивительно тактично не мешали ничему. Мне приходилось возглавлять консилиум какой-то период до операции и после операции вместе с академиком Воробьевым. Он терапевт известный, вы его знаете все, директор Института переливания крови. И, в общем, мы находили достаточно полный контакт был со всей семьей. Никаких таких вот каких-то, знаете, как это бывает иногда. Вот у меня был больной член политбюро много лет назад, который сказал: я считаю, что мне не надо делать шунтирование, и я поеду домой. Поехал домой, через неделю умер на лопатке, почему-то ему нужно было картошку вскапывать на даче. Вот этого у Бориса Николаевича не было. Но когда он чувствовал свободу, он мог сказать: ребята, хватит консилиумов, я поехал на охоту. Или мне надо куда-то в другое место там, или что-то такое. Это он мог остановить в раз. Но сказать, что он не слушался и не прислушивался к врачам, было бы неправильно. Он жил нормальной жизнью, которая у него сложилась уже, и как он мог жить, и жил, и работал. Иногда удивлялся, что собрали консилиум, собирали ведь врачи этот консилиум, и они собирали, потому что их тревожило какое-то состояние. Вот, скажем, когда у него были боли в желудке, и потом была язва, которую пришлось и прижигать, и эндоскопически делать, это уже после операции, через год, там, через полтора возникло. Но утром консилиум, Борис Николаевич выходит в 7 утра: что это вам, спать не хочется? Вы что, собрались? Я до ночи подписывал бумаги, и вы тут в 7 утра разбудили меня. В общем, извинились, продолжили, объяснили, в чем дело. Нет, контакт был полный. Ну что, Ренат Сульманович, спасибо большое. Пожалуйста. Вспомнил.